Здравствуйте. Вот в этом году, по-моему, нестабильность во всех отраслях, ну и в том числе и в экономике. И вот задаешь себе один единственный вопрос. Вот как сберечь то, что имеешь, я уже не говорю о том, чтобы как это приумножить. И вот чтобы такое приобрести, чтобы не потерять. Вот тут, пожалуйста, прочтите текст. И вот думаешь, может быть, посмотреть в сторону золота, может быть, приобрести крипты, может быть, евро, может быть, доллар, может быть, приобрести какой-нибудь объект недвижимости. Но я бы посоветовал посмотреть в сторону камней, в сторону драгоценных камней. И вот сейчас вот немножко отойду от текста и вот донесу мысль, то, что мы не пиарим какой-то инвестиционный хайп-проект. Мы — это команда гемологов, которые делимся своим авторским мнением и хотим раскрыть нашу мысль вот в течение этого ролика. Сейчас будет классная перебивка, и потом вернемся. И в чем же этот гемологический посыл, спросите вы? Вот отвечу сразу. Будем говорить о перспективе драгоценных камней по отношению ко многому. И вот в этом выпуске мне поможет персонаж по имени Павел Евграфович. Вот, пожалуйста, просьба не путать его вот с этим. А ты кто? Я? Павел Евграфович. Из кинофильма «Брат». Уж просто больно мне нравится это утонченное отчество. Ну, впрочем, мы к нему вернемся чуть попозже. И вот представьте, как и сейчас, ну, конечно, тут с оговорками, так и чуть более 100 лет назад ситуация была, крайне нестабильная, и очень мутная. Были те же зажиточные, жирные нулевые, как тогда, так и сейчас. И к концу 20-х годов 20 века наступил хаос, а за ним уже вследствие экономический коллапс. И тут появляется вопрос. Точнее, вопросов появляется бесконечное множество, но среди них есть один базисный. Это с чем и куда. И теперь мы плавно подходим к нашему персонажу, и мне к вам просьба. Пожалуйста, отнеситесь к этой зарисовке, чуть более серьезнее, нежели чем просто с иронией. Поскольку я хотел создать определенный образ и пропитать его смыслами. И мне кажется, это очень актуально. Вот как сейчас, и так и тогда. Итак. Я уже слышу музыку. И вот перед вами взволнованный Павел Евграфович, который принял решение. Для него настали времена, когда вся прожитая жизнь умещалась лишь в один саквояж. Брал он самое необходимое и во всех смыслах для него ценное. За годы той стабильной, накопительной жизни много имущества было нажито. Но что делать, когда оно постепенно становится не твоим? С теплотой и любовью он вспоминал свою бабушку, которая привила ему ценность любви к камням. А коллекция за те годы только росла. Яхонты, так раньше называли корунды, это рубины и сапфиры, если помните, смарагды, изумруды, лалы. Это раньше было общее собирательное название для большинства красных драгоценных камней. И тут Павел Евграфович вспоминает эти острые горячие споры с друзьями на тему того, что является настоящим ценным активом. Дома ли это, усадьбы, галереи, заводы, роскошные автомобили русско-балтийского завода. Но все это для его друзей кануло в лету, как и что многое для него самого. Но страсть к камням подарила ему новый, а главное, очень компактный билет в новую, в безбедную жизнь. Но это вам не картину на себе тащить или какое-нибудь столовое серебро. Вот такие белые акации, цветы эмиграции. А теперь давайте поговорим об инвестиционной привлекательности. Турмалин Параиба. Турмалин – это минерал. Параиба – это штат Бразилии. Турмалин Параиба – это самый дорогой и редкий минерал среди турмалинов. Обладает он яркой, насыщенной бирюзовой окраской, небесно-синий или даже неоново-голубой. Или другими словами, большая часть женщин от него приходит в полный восторг. И вот сами смотритесь, какая красота, какие вообще бриллианты. Вот не знаю, сам бы носил, но жена не поймет. И скажу вам одно, что бразильское месторождение уже полностью выработалось. В конце 80-х годов цена на Параибу составляла примерно $3-5 за карат. Этот минерал не был кому так интересен. Но он возбудил интерес у компании Tiffany. Возбудил так, что компания закупила 100-летний запас бразильской Параибы. И цена, конечно же, очень так плавно, аккуратно ушла в стратосферу. А сейчас цена на бразильскую аукционную Параибу, я вам сейчас очень аккуратно скажу, составляет где-то $50 тысяч за карат. И причем я вам сказал это довольно усредненно, потому что тут еще есть ряд факторов, то есть количество каратности, включений и ряда других факторов. Я извиняюсь, это не фонарь перегорел, а камера меняет фокусировку, и должно было быть красиво, как-то получается, что отвлекает.
Так вот, продолжим. Не так все плохо. Существует еще и мозамбикская параиба. Но, опять же, к ней относились все очень скептично поначалу. Что это такая за параиба? Там что, штат есть или как это так? И существует лишь одна, бразильская. Но по факту бразильская ведь закончилась. Поэтому... Что остается? Все начали покупать мозамбикскую параибу. И сейчас мозамбикская параиба рекордно растет в цене. Вот за последние 5 лет, я тоже сейчас очень аккуратно скажу, придерживая цифры, она выросла на 150%. Но есть еще и нигерийская параиба. В общем, как все было? Сперва нашли ту исконную бразильскую параибу в 1987 году, потом нашли в Нигерии в 2001 параибу и в 2003 нашли в Мозамбике. Вот что значит нашли параибу? То есть существует тяжелая турмалиновская формула. И если присутствует медь, это значит турмалин параиба. Но если это уж совсем так просто, примитивно выражаться. Что касательно нигерийской параибы. Сама по себе она зернистая, маленькая и крупных камней там довольно редко встретишь. Ну и, собственно, никак она не может конкурировать с той же мозамбикской параибой. Вот, предлагаю нам сегодня сказать параибе огромное спасибо и двинуться в сторону Афганистана. И, конечно же, большая из вас часть понимает, о чем сейчас пойдет речь. Турмалин Лагун. Это новая восходящая звезда 23-го года. Об этом турмалине с красивейшим коммерческим названием Лагун даже говорят люди, которые очень далеки от гемологии. Ну или, проще говоря, кому не лень. И ему пророчат даже судьбу чуть ли не турмалина параиба. Скажу простыми словами, это камень с огромным инвестиционным потенциалом. Место рождения лагуна — это, как я говорил, Афганистан, провинция Кунар. У классического лагуна два цвета. Это полихромный камень с зеленовато-голубым оттенком или голубовато-зеленоватым оттенком. Но, подчеркну, не с синим. Синий идет в сторону индиголита. Так вот, вернемся к цветам. Классических два цвета, но начали появляться и еще. Вот как пример голубоватый неоновый камень, который похож на турмалин параибу. Но там нету меди и марганца, поэтому параибой его называть нельзя. Идем дальше. Ввиду того, что спрос на этот камень лавинообразно увеличивается, и как вы думали, откуда? Конечно же, с Китая. И в целом по всему миру тоже. Спрос большой, а предложений мало. Поэтому появились новые коммерческие оттенки. Например, как турмалин лагун минт, мятный оттенок. Турмалин лагун сифом, морская волна. Турмалин лагун айс, лед. Как по мне, конечно, немножко позорненько такое выдавать за турмалин лагун, но продолжаю вам рассказывать, что существует на рынке. По оттенкам мы прошлись, если я вдруг о каких-то забыл, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Турмалин лагун добывают не только в Афганистане, еще его добывают в ряде африканских стран, например, таких как Намибия, Нигерия, Мозамбик, Конго и даже в Бразилии. Лично я с этими турмалинами сталкивался. Оттенки у них более темноватые, идут в сторону индиголита. Вот я лично говорю это на своем опыте. Также у этих камней много включений, но и у афганских в принципе тоже. Но из всех вышеперечисленных стран турмалин лагун из Афганистана является самым породистым. Ну и вот, подводя итоги по этому камню, хороший породистый афганский турмалин лагун сложно найти, и я только представляю, что будет дальше. От себя добавлю, работать с этим камнем я начал, когда цена его была где-то $150 за карат. А сейчас цена за это короткое время выросла от $1500 за карат до $2000 за карат. Вы только представьте. Поэтому недаром турмалину лагуну пророчит такое же светлое будущее, как турмалину параиба. Но тут, как говорится, поживем — увидим. На этом мы плавно закончим и посмотрим в сторону рубина. Рубин! 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 Вот если турмалин параиба — это стратосфера, то рубин — это просто космос. И вот центром притяжения является Мьянма или Бирма. Тут непонятно, по какому стилю ее все время называют, то по-старому, то по-новому. Значит, бирманский рубин из долины Магок. Есть и другие провинции, где в Мьянме добывают рубин, например, Монгшу. Но долина Магок — это бесспорно уровень. Но и найти рубины оттуда топ-качества — это, конечно, задача не из легких. Можно, но очень сложно. Ну и теперь давайте вас сориентирую по цене. Берем бирманский рубин аукционного качества. Негреты. Негреты — это обозначает одна из форм облагораживания. Берем 4 карата, цвет коммерческий Pigeon Blood. Будет он вам стоить $800 000.
Ну и, конечно же, к нему будет всегда прилагаться сертификат. А компания Cartier отказалась покупать бирманские рубины и использовать их в ювелирных изделиях, ну, поскольку они эксплуатируют детский труд и кровавые эти рубины. Цена сразу же на рубины взлетела. Другие ювелирные компании продолжают покупать бирманские рубины, но делают это все через схемы. А что касательно компании Cartier, да, безусловно, они не покупают бирманские рубины, но никто не отменял их огромнейший сток, поэтому цены на рубины только растут. Ну и хочется сказать, что бирманский рубин — это как гринвичевский меридиан, вот по нему всегда все сверяются. И качество, красоту, месторождение и капитализм, ну, еще никто не отменял. Ну и плюс ко всему, компания Cartier наложила свои санкции на Мьянму относительно недавно. Подведем итог. Бирманский, мьямский рубин — это, конечно же, лучшее из лучших. Но за ним на уважительной дистанции сразу же наседает мозамбикский рубин. И, между прочим, он тоже очень хорошего качества. Просто не столь породистый, ну, другими словами, не столь разрекламированный. Ну, как вы видите, как и по Параибе, так и по рубинам, Мозамбик держит свое серебро. Но сейчас это было сказано не в прямом смысле слова, а в качестве словооборота. Ну, другими словами, у него свое второе место. Но на этом, конечно же, богатство Мозамбика не заканчивается, но о них мы поговорим в других выпусках. Ну, еще от себя немножко добавлю. Вот если у вас ассоциируется рубин и бабушкино рубиновое кольцо, то, к сожалению, смею вас расстроить. С долей вероятности, наверное, в 95-99% это будет синтетика. Ну или вдруг вы считаете, что вам досталось еще дореволюционное рубиновое кольцо от прапрапрадеда, то метод Вернеля еще никто не отменял. Метод Вернеля появился в 1877 году. Это метод искусственного синтезирования рубина. О методах искусственного синтезирования мы поговорим в других выпусках. Поэтому, ну а если вдруг вам действительно попалось рубиновое кольцо, то что? Ну, я вас поздравляю, мое почтение. И это было сказано без всякой фамильярности. И дай бог, чтобы каждому из нас так везло, как вам. Все, что я рассказывал, ценник довольно бодрый, но пусть вас это не пугает, на каждого клиента всегда найдется свой камень. Ну, к примеру, сапфир стоит дорого, но всегда можно заменить это танзанитом. Танзанит — это довольно очень хороший перспективный развивающийся камень, который однозначно будет расти в цене. Хочется турмалин Параибу, но узкие рамки бюджета, всегда есть аквамарин Санта-Мария. Прекраснейший камень, который тоже перспективно растет в цене. Хочется изумруд, но бюджет ограничен, а хотите выглядеть красиво, есть всегда цаварит. И много-много-много прекраснейших, красивейших камней. И такие цены не должны вас пугать, а наоборот, вы должны еще более яро начать изучать рынок драгоценных камней. Мне хотелось бы полагать, то, что вы для себя в этом ролике узнали что-то новое, ну или, по крайней мере, вспомнили хорошо забытое старое. И вот если возвращаться к началу нашего видео, мне бы хотелось внести немножко ясности и донести вам то, что тут не было никакой политической подоплеки в отношении к ряду из стран. Просто хотелось передать дух, вот ту атмосферу и потенциальную угрозу, которая может в теории зависнуть над каждым из нас. И вот думаешь, а что сидеть у моря погоды ждать, когда всегда можно диверсифицироваться. И все ваше ценное всегда может уместиться в ваших 2 ладонях. У нас оптовые цены. Обращайтесь.